Небольшое видео о том, как сделать ручку для плетеного клапана из бусин. Плетем мы с вами вот такой вот прямоугольник. Плетется он точно так же, как и клапан. Это вы можете посмотреть в предыдущем видео. Плетем 3 ряда по 17 крестиков. И в итоге, что мы делаем дальше? Смотрите, заканчиваем ряд точно так же, как и в плетении клапана, в эту сторону, да, в бок. Получается, либо влево, либо вправо, да, у вас должна смотреть нить. Что мы делаем теперь? Смотрите, складываем наш прямоугольник вот таким вот образом. То есть у нас, получается, формируется вот такой вот квадратик, да? Если мы посмотрим в эту сторону, такой же крестик получается, без крайней вот этой бусины. А теперь мы должны соединить, то есть вот в этом месте нам нужно добавить бусины. Что мы делаем? Смотрите, убираем ту леску, которая смотрит вниз, она нам не нужна, и ту леску, которая смотрит вверх, да, получается, с краю нашего плетения, на нее мы надеваем одну бусину. Вот так. И теперь эту же леску, на которую мы надели бусину, мы с вами вставляем вот сюда, вот в первую бусину, которая напротив у нас находится. И смотрите, что у нас получилось. У нас получилось с этой стороны крестик и с этой стороны незаконченный крестик. Теперь на эту же леску мы надеваем еще одну бусину. И эту же леску возвращаем обратно в бусину. Вот так. То есть у вас должна получиться вот такая вот петля. Теперь вот в эту петлю мы продеваем ту самую свободную леску, которая у нас была, которую мы убрали в самом начале. И затягиваем. Затягиваем так, чтобы узелок спрятался в бусине. И вот что у нас получилось. А теперь смотрите. Крайнюю леску с правой стороны мы вставляем в следующую бусину по правой стороне. Осторожно. Вот так. А теперь вот эту вот левую леску с левой стороны мы вставляем в следующую бусину по левой стороне. Вот смотрите, откуда у нас выходит леска. Теперь на правую мы надеваем одну бусину. И возвращаем эту леску в бусину, формируя вот такую вот петельку. Далее вставляем оставшуюся леску, пустую, без бусины, в эту петлю и затягиваем. Затягиваем так, чтобы узелок спрятался в нашей бусине. И вот что у нас получается. Таким образом мы плетем с вами до конца нашей ручки. И получится вот такая вот красивая и аккуратная ручка для нашего клапана. Я доплела свою ручку до конца, закрепила. Леску я не обрезала. Теперь мы будем соединять нашу ручку с клапаном. Куда и как мы ее будем присоединять, здесь все просто. Вы берете сумку, в которой будет крепиться ваш клапан, выкладываете примерно на то место, где он у вас будет крепиться, прикладываете приблизительно ручку, где она у вас должна будет стоять, находите ту бусину, отмечаете ее, можно даже высчитать, смотрите. 1, 2, 3, 4, 5 вверх и 1, 2, 3, 4, 5 в сторону. И вот в этот крестик, получается, я буду присоединять свою ручку. Смотрите, для начала на обе лески мне нужно одеть по одной бусине. В эту сторону и в эту. Вот так это будет выглядеть. Далее, вверх крестика я ввожу одну из своих лесок. Ну, то есть здесь не важно, в принципе, какую именно. Я ввела правую. И теперь мне нужно соединить вот эти петли. На ту бусину, которая у нас осталась свободная, которую мы леску не задействовали, мы делаем петлю. И в эту петлю мы вставляем ту леску, которую продели через бусину на клапане. Все. И вот так узлом аккуратно это все дело хорошенько затягиваем. Так, чтобы наш узел спрятался внутри нашей бусины. Хорошенько подтягиваем, и вот что у нас получилось. Вот как-то так это все выглядит. Далее мы будем соединять вот эти две бусины. Смотрите, леску, которая смотрит вверх,
мы продеваем через следующую бусину на ручки. Осторожно. Вот так. А леску, которая смотрит вниз в клапан, да, мы продеваем через вот эту следующую бусину на клапане. Как бы это так показать? Обратите внимание, как это смотрится, откуда выходит наша леска. И теперь здесь на одну из лесок мы надеваем с вами бусину одну, формируем петлю, свободную леску мы вставляем в эту петлю и затягиваем так, чтобы узелок наш спрятался в бусине. Теперь соединять будем следующие две бусины. Вот они. Вот эту бусину на клапане и вот эту бусину на ручке. Точно так же мы один конец лески, который ближе к ручке, мы вводим в следующую бусину на ручке. Леску, которая смотрит вниз, мы вводим в следующую бусину на клапане. Если распускается, подтягиваем хорошенечко это все дело. И смотрите, что у вас должно получиться. То есть леска выходит одна из клапана, другая из ручки. И точно так же на одну из лесок мы надеваем бусину, формируем петлю, а свободную леску мы вставляем в эту петлю и затягиваем. Теперь это держится гораздо лучше. Вот как это выглядит. Здесь у нас есть бусина, поэтому мы просто продолжаем. Мы вставляем лески в следующие бусины на ручки. С этой стороны мы вставляем следующую бусину на клапане. Немножко неудобно на камеру показывать, потому что я ничего не вижу. Так. Вот. И соединить нам нужно вот за эту бусину. То есть мы вставляем в нее одну леску в эту сторону, а ту леску, которая выходила из клапана, мы вставляем в сторону ручки. То есть крест-накрест мы их складываем. Точно так же хорошенько затягиваем и прячем леску куда-нибудь в наш клапан, либо в нашу ручку. Здесь уже, думаю, справитесь самостоятельно. Ничего такого сложного в этом нет. Просто мне не очень удобно показывать это на камеру. С этой стороны мы приделываем ручку точно так же. Отсчитываем пятую с этой стороны и с этой стороны. И точно так же в этот же крестик, как и эту сторону ручки, мы приплетаем ее. Я прикрепила оставшуюся часть ручки. Вот что у меня получилось. А теперь давайте с вами приделаем замок. Мне нужна пока только вот эта вот часть, потому что вот эта часть будет крепиться к сумке. Теперь мне точно так же нужно найти середину. Отрезаю небольшой отрезок лески, где-то сантиметров 25-30. Примерно вот так я хочу, чтобы у меня стоял мой замок. Нахожу середину, вот она у меня идет. 4 бусины остается с этой и с этой. И вот так вот, получается, подхожу вот к этому моменту. То есть вот здесь, вот к этой бусине я буду крепить свой замок. Получается, вот она, центральная бусина. Аккуратно убираем и вставляем леску в эту бусину. Вот таким вот образом. Дальше нам нужно сделать крестик. Для этого берем 3 бусины, на одну леску надеваем одну бусину, а на другую 2 и формируем петлю. Вот так. И теперь смотрите, вторую леску, на которой одна бусина, мы вставляем в эту петлю и затягиваем. Вот что у нас получается. Я надеюсь, вам видно. Мне это немножко неудобно наверх смотреть. Далее мы снова делаем еще один крестик. Снова берем 3 бусины. На одну леску одеваем одну бусину, на вторую надеваем 2 бусины. И формируем петлю. Вторую леску с одной бусиной мы продеваем через эту петлю, формируем крестик. Затянули. Теперь вот этот крестик нам нужно соединить вот с этой бусиной, которая идет следующая. Вот она, видите, из этой мы начали плести, и вот с этой бусиной нам нужно соединить этот крестик. И предварительно внутри спрятать замочек. На каждую из лесок мы надеваем по одной бусине. Вот так.
Далее прикладываем наш замочек. И теперь смотрите, внутри через замочек, не под замочком, да, а сверху мы вставляем леску в эту бусину. И теперь вот эту леску нужно продеть внутрь, то есть чтобы она у нас вышла из замка. Вот таким вот образом, видите, это должно у вас выглядеть. Теперь на вот эту вот оставшуюся бусину на свободной леске мы делаем с вами петлю. И ту леску, которую мы протянули через бусину на клапане, протягиваем через петлю и затягиваем. Затягиваем осторожно и посильнее. Вот так это у нас будет выглядеть. Получился вот такой вот красивый цветочек, за который держится наш замок. Дальше нам нужно с вами спрятать нашу леску таким же способом, как мы прятали, когда плели клапан, привязывали ручку и так далее. То есть вот в эти же бусины мы с вами прячем леску в обратном направлении, крест-накрест, чтобы она у нас не распустилась. И вот такой вот клапан красивый с замочком у нас с вами получится для нашей сумки. Вот так это будет выглядеть. А на этом все. Осталось совсем немного, чтобы соединить клапан с нашей сумкой. Это мы сделаем с вами в следующем видео. А пока подпишитесь на канал, чтобы не пропустить оставшуюся третью часть по вязанию вот этой вот крутой сумки из трикотажной пряжи с клапаном из бусин. Приблизительно так она уже будет выглядеть.